Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 9 марта. Поехали! Ураганный ветер обрушился на бразильский город Порту-Алегри, столица штата Риу-Гранди-ду-Сул. По сообщениям местных СМИ, порывы ветра достигали 28 метров в секунду. В результате непогоды во многих районах города отсутствие электричества и воды. Почти 200 домов в южной зоне оказались без крыш. К сожалению, 5 человек при этом погибли, а также 6 человек получили травмы различной степени тяжести. Прохождение шторма сопровождалось на юге Бразилии сильнейшими ливнями, которые затопили жилые кварталы. Размеры причиненного материального ущерба все еще уточняются. Сильные дожди обрушились и на другие регионы штата. В городе Лондриана скорость ветра приближалась к 25 метрам в секунду. В северо-западном регионе штата был зафиксирован град размером с куриное яйцо. Дожди и сильные ветры, зафиксированные в городе Фоз-ду-Игуасу, стали причиной поваленных деревьев, которые разрушили крышу административного здания. Непогода разыгралась и в Аргентине, в основном затронув провинцию Буэнос-Айрес. В ночь на среду 4 человека погибли и еще 10 получили ранения в результате шквалистого ветра, порывы которого достигали 33 метров в секунду. Эпицентр ветра располагался над городом Пергамино, в 30 километрах от столицы Аргентины Буэнос-Айреса. Причиной гибели людей стал удар тока от оборванных линий электропередач. Из-за разбушевавшейся стихии повалены десятки деревьев и рекламных щитов. Получили механические повреждения огромное количество припаркованных на улице автомобилей. Местных жителей метеослужба заблаговременно не предупредила о погодной аномалии. Электроснабжение в городе еще полностью не восстановлено. Огненный шар наблюдался в небе над Асунсьоном и другими городами Центрального департамента Парагвая. Как позже оказалось, таких объектов было несколько, и они имели разный цвет, от розоватого до зеленого. Многие люди смогли наблюдать за этими летающими объектами, которые пересекли несколько точек страны около 4 часов 30 минут утра по местному времени. Соцсети пестрят фото и видео этого явления. Эксперты выдвигают теории, что это был космический мусор, хотя это всего лишь версия. Власти пока не подтвердили и не опровергнули эту теорию. Судя по фото и снимкам, сделанным очевидцами события, то на некоторых из них действительно падающий объект похож на космический мусор, но на некоторых и нет. Вулкан Мерапи снова произвел очередную серию извержений, выпустив облака пепла и дыма, а также сход лавы на расстояние до 2 километров. Взрыв был слышен на расстоянии нескольких километров от вулкана. В последние недели на горе увеличилась вулканическая активность. Ее лавовый купол быстро распространился, а в ночь на 9 марта частично обрушился, отправив камни и пепел на юго-западный склон вулкана. Жителям деревень, живущих на склонах Мерапи, посоветовали держаться на расстоянии не менее 5 километров от устья кратера. Вулкан Мерапи самый активный из более чем 120 действующих вулканов в Индонезии. В последнее время он неоднократно извергался лавой и газовыми облаками. Последнее крупное извержение Мерапи в 2010 году унесло жизни около 350 человек. В северной части Мексики начались масштабные лесные пожары, которые не утихают уже несколько дней. Состоянием на 9 марта огнем охвачена территория общей площадью свыше 7 тысяч гектаров. По данным местных СМИ, новые очаги возгорания были обнаружены в штате Халиско. Пожарные и спасатели эвакуировали из наиболее опасных районов, которые оказались в эпицентре пожара, почти 500 человек. С огнем борются 643 пожарные бригады, задействованы 5 вертолетов, с которыми спасатели сбрасывают на горящие леса воду. Ситуацию усугубляет сухая и жаркая погода, а также ураганный ветер, из-за чего пламя быстро распространяется. Согласно данным средств массовой информации, огонь разрушил как минимум 80 домов. В ходе пожаров пострадало 5 человек, если погибшие пока неизвестно. Сильный дождь, который прошел 8 марта, вызвал сильные ливневые наводнения в северных районах Гаити. Сообщалось о разрушениях в нескольких провинциях, где было зарегистрировано 2 смертельных случая. На снимках и видео, размещенных в социальных сетях, видно, как паводковые воды хлещут по улицам городов Лимбе и Бас-Лимбе.
По сообщениям местных СМИ, в результате наводнения был нанесен серьезный ущерб зданиям и домам, заставив эвакуировать около 500 человек. Проливные дожди затронули округа Кап-Итьен и Плезанс в этом же департаменте. Это уже второе крупное наводнение в регионе за последние 5 недель. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома в результате наводнения на Гаити и в Доминиканской республике после периода сильных дождей в конце января этого года. Водители и пассажиры драматически спасали свои автомобили, унесенные бушующими потоками воды. Наводнение также нанесло материальный ущерб и затопило 68 домов. За сутки выпало более 115 мм осадков. Новое вторжение арктического континентального воздуха, действующего на Италию, приносит снегопады на малых высотах в районе средней и нижней части Адриатики. Апулия, несомненно, является наиболее пострадавшим регионом. Значительное количество осадков приходится на центральную часть региона, особенно на провинцию Бари и долину Итрия. Периодические снегопады также влияют и на Гаргано, где сейчас накоплено почти полметра снега. Столичная полиция, которая проводит мониторинг и контроль на дорогах, провела различные спасательные операции для автомобилистов с поврежденными автомобилями без зимних шин или цепей, которые оказались заблокированы в снежных сугробах. Новая волна непогоды зацепила и департамент Молизе. Со вчерашней ночи в холмистой местности также выпал снег. Температура резко упала до минус 8 градусов ниже нуля. Одним из рекордных снегопадов, который прошел в этой же местности, можно считать 2019 год, когда в Капрокоте выпало почти 2 метра снега. В австралийский Сидней опять вернулись сильные осадки, которые вызвали наводнение и сход массивных оползней. По затопленным улицам Сиднея сейчас не пройти и не проехать, так уровень паводка колеблется от 30 см до 60 см. О масштабных наводнениях говорит и эвакуация. Сейчас было эвакуировано более 70 тысяч человек. Причем не только из самого большого Сиднея, но и из дюжины пригородов мегаполиса. После сильнейших дождей река Джорджес вышла из берегов и затопила всю округу. Эти жуткие кадры сняты к западу от Сиднея, в пригороде Эмму-Хайтс. Там дикий поток воды в прямом смысле слова вымыл землю, а сошедший после этого оползень привел к обрушению грунта прямо возле дома. Учитывая гигантские масштабы наводнения на восточном побережье Австралии, без жертв, к сожалению, не обошлось. Потоп не пережили по меньшей мере 10 человек. Судьба еще примерно 10 местных жителей пока неизвестна. Воды столько, что передвижение на любом виде транспорта, кроме водного, серьезно затруднено или практически невозможно. Национальный координатор по уменьшению опасности стихийных бедствий из Гватемалы подтвердил, что вулкан Фуэго, расположенный между департаментами Сакатепекес и Эскуинтла, усилил свою активность, в результате чего образовался поток лавы в направлении Синиза и Санта-Тереза. Институт вулканологии, метеорологии и гидрологии также опубликовал заявление, в котором отметил, что тромболианская активность наблюдается в кратере вулкана, где произошло два лавовых потока 400 и 200 метров в длину соответственно. Власти выпустили оранжевое погодное предупреждение и ограничили доступ к вулкану в радиусе 4 километров. Сегодня рано утром на вулкане произошел мощный взрыв, в результате которого образовался пемзопепловый поток. Мало того, он сопровождался тремором с максимальной магнитудой 3,2. За сутки на Земле произошло 98 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 5,5. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 5 странах. Каких именно, вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Пантеры – род крупных животных в семействе кошачьих, состоит из 4 общественных видов – тигр, лев, леопард и ягуар. В Северной Америке пантерой часто называют пуму. Черная пантера не является отдельным видом, а представляет собой генетический вариант окраски некоторых видов кошачьих. Чаще всего это леопард или ягуар. Были единственные случаи существования черных львов и черных тигров. Последний раз полностью черного льва видели в 19 веке, и то это был вымерший сейчас персидский лев.
С тиграми ситуация схожая. Полностью черных тигров видели в Азии давным-давно, но документально подтверждены только случаи частичной пигментации. Леопард и ягуар – ночные хищники, поэтому черная окраска, появляющаяся в результате мутации, им нисколько не вредит, а наоборот позволяет им быть еще незаметнее ночью. В отличие от некоторых других больших кошек, пантеры любят плавать. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо за внимание и до завтра.